Пилоты, что в 30-е годы прошлого века перегоняли легкие самолеты над Северной Гватемалой, видели над джунглями странные серые бугры. Кто-то из них решил, что это вулканы. Голый камень торчит из ровного зеленого ковра, откуда ему еще взяться. Среди этих пилотов был и Чарльз Линдберг, тот самый, что первым перелетел Атлантику в одиночку. Никто из них не догадывался, что смотрит на дело человеческих рук. Прошло не одно десятилетие, прежде чем в этих буграх распознали вершины сооружений, простоявших под лесом около 2000 лет. Самое высокое поднимается на 72 метра. Это Ла-Данта, часть города Эль-Мирадор, построенная народом майя примерно за 300 лет до начала нашей эры. 72 метра – это дом этажей на 20 с лишним. Только вместо бетона и стали здесь известняковые блоки, поднятые вручную, без колеса, без вьючных животных и без единого металлического инструмента. Есть тут цифра, в которую я до сих пор не могу спокойно поверить. По объему каменной кладки Ла-Данта обходит Великую пирамиду в Гизе. Массив оценивают почти в 2 миллиона 800 тысяч кубических метров, а в пирамиде Хеопса чуть больше 2,5 миллионов. На бумаге разница выглядит скромно, а на местности это лишняя гора камня, которую тысячи людей перетаскали на спинах плетеными корзинами, слой за слоем, десятилетиями. Рядом с Ла-Дантой стоят еще две пирамиды поменьше – Эль-Тигре, около 55 метров, и Лос-Монос, около 48. Обе внушительные. Но имя городу дала именно Ла-Данта. Слово «Мирадор» означает смотровую площадку, и с ее вершины в ясный день видно на десятки километров, вплоть до силуэтов пирамид соседнего Калакмуля. У берегов Нила к этому моменту уже почти 2500 лет стояла другая громада – Великая пирамида в Гизе. Усыпальница фараона Хеопса поднялась почти 4600 лет назад и оставалась самым высоким сооружением на планете дольше, чем существует большинство современных религий и государств. Рекорд она держала почти 38 столетий, пока в начале XIV века ее не обошел шпиль собора в английском городе Линкольн. Изначальная высота Хеопса составляла 146 метров с половиной. Строители одели пирамиду в белый известняк из карьеров Туры, и на солнце она, если верить описаниям, буквально светилась. Блоки внутри пригнаны друг к другу со средним зазором в половину миллиметра. Это тоньше монеты. Сегодня облицовку почти всю растащили на другие постройки. Высота осела примерно до 138 метров, и вместо гладкой грани зритель видит обнаженную ступенчатую сердцевину. А откуда мы вообще знаем, как ее строили, если чертежей и инструкций до нас не дошло? В 2013 году в порту Вади-Аль-Джарф на берегу Красного моря нашли папирусный дневник чиновника по имени Мерер. В нем десятки раз описана перевозка белых известняковых блоков из Туры к пирамиде, которую сам Мерер называет ее родным именем – Горизонт Хеопса. Это прямая запись человека, который своими руками возил камень на эту стройку. Такое дороже любой красивой легенды. Заодно этот дневник тихо ломает картинку из старых фильмов. Толпы рабов, надсмотрщик с плетью, стоны под палящим солнцем. Раскопки рабочего поселка у плато Гизы показали другое. Строителей хоронили в отдельном некрополе, прямо рядом с пирамидами, чего для рабов не делали никогда. Их кормили хлебом, пивом и мясом. Сломанные кости им лечили и давали срастись, а потом человек возвращался на стройку. То есть работали здесь наемные и мобилизованные бригады со своей иерархией, а не бесправное стадо из голливудского кино. Меня немного раздражает, что миф про кнут держится до сих пор, хотя кости и черепки давно говорят обратное. Сторона основания пирамиды достигает 230 метров. Грани наклонены чуть больше, чем на 51 градус, и выверены так, что углы смотрят на стороны света с ошибкой в считанные доли градуса. Внутри путь к усыпальнице идет через восходящую галерею длиной около 46 метров, с высоким потолком, который сужается кверху ступенями нависающих плит. Одна деталь тут почти сюрреалистическая. В 1954 году южнее пирамиды вскрыли яму, а в ней лежала разобранная деревянная ладья. 1224 куска кедра, самый длинный – больше 23 метров. Реставратор 14 лет разбирался, как эти доски складывались. В итоге собрал судно почти 44 метра длиной, скрепленное не гвоздями, а веревками.
Корабль пролежал в песке рядом с гробницей 4500 лет. Пирамида и сейчас выдает секреты, и берут их теперь физика элементарных частиц. Из космоса на Землю постоянно сыплются мюоны, частицы, которые проходят сквозь камень, но в плотной кладке их вязнет больше, чем в пустотах. Международная команда расставила детекторы внутри и снаружи пирамиды, и по разнице в потоке мюонов просветила ее насквозь. Так, в 2017 году нашли большую полость над Большой галереей, длиной не меньше 30 метров, о назначении которой спорят до сих пор. А в 2023 подтвердили еще один скрытый коридор у северной грани, метров 9 в длину, со сводчатым потолком. Внутрь заглянули эндоскопом через щель шириной всего в 6 мм, тоньше карандаша. Пусто. Что это за коридор и зачем он, наука честно пока не знает. В нескольких сотнях метров от Хеопса поднимается вторая пирамида для его сына Хафра. Формально она ниже. Ее первоначальная высота была около 143 метров с половиной против 146,5 у отца. Но с большинства точек плато Хафра кажется выше. И это не игра ракурса ради красивого кадра. Основание для нее вырубили на скале метров на 10 повыше, поэтому ее вершина реально забирается выше над окружающей равниной, хотя сама постройка меньше. Плюс грани у нее круче, под 53 градуса вместо 51, и это добавляет иллюзии роста. Мне тут нравится, до чего приземленно все объясняется. Никакого тайного древнего знания. Строители встали на бугор повыше, взяли угол покруче, и глаз с тех пор честно обманывается там, где рулетка говорит правду. У Хафра сохранилось то, чего почти лишился отец. Остаток первоначальной облицовки. Только не внизу, а на самой макушке, будто кто-то оставил ему белую шапку. И причина, по которой она уцелела именно там, довольно земная. До вершины расхитителям было тяжелее добраться, чем до удобных нижних рядов. А облицовку тут именно расхищали, вполне по документам. В правлении Рамсеса II его строители отбили часть гладких плит с этой пирамиды и увезли на украшение храма Солнца в Гелиополе. Египетские каменотесы вообще были известными несунами и растаскивали старые постройки на новые. Так что белая шапка Хафра держится на самой прозаичной причине. До нее просто не дотянулись руки воров. Чуть поодаль лежит сфинкс, лев с человеческим лицом. И большинство египтологов связывают статую именно с этим фараоном, хотя единого мнения о ее назначении так и нет. От пирамиды к пойме Нила когда-то шла крытая мощеная дорога к отдельному нижнему храму на берегу. Часть этого храма уцелела почти нетронутой. Тяжелые гранитные блоки и ни одной надписи на стенах, что для египетской архитектуры само по себе странно. Если вам ближе такой разбор, где старый папирус и след воровского зубила значат больше, чем крики про пришельцев, загляните в подписки. Тем на канале хватит надолго. Судьба Эль-Мирадора сложилась совсем не так, как судьба Дизы. На пике город вмещал, возможно, до 1 миллиона человек и веками оставался крупнейшим центром региона, задолго до того, как поднялся знаменитый Тикаль. А потом, примерно к 150 годам нашей эры, все опустело. Почему, точно не знает никто. Одни кивают на истощенную почву после вырубки леса, другие на долгую засуху, третьи на войну. В ребрах некоторых скелетов застряли наконечники стрел, а вдоль западной окраины города стоит стена в несколько метров высотой, спешно возведенная перед самым концом. Про вырубку скажу отдельно, потому что здесь прячется мрачная ирония. Майя обмазывали пирамиды известью, а известь получали, сжигая огромное количество дерева при большом жаре. Чем богаче становился город, тем больше леса уходило в огонь ради красивой белой поверхности храмов. Тот самый лес держал влагу в заболоченных низинах, на которых росла еда. Красота города могла подтачивать его же пропитание. Это версия, а не приговор, но версия неприятно логичная. У этого запустения есть тихий и грустный эпилог. Спустя примерно 4 века на руины Эль-Мирадора вернулись люди. Они не отстроили город заново, а просто поселились среди чужих пирамид, лепя красивую расписную керамику в тени построек, которые их собственные предки уже не смогли бы поднять. Жить у подножия горы, которую твой народ когда-то сложил руками, а ты повторить не в силах, само по себе странное чувство. Знание, как строить такое, ушло вместе с первым городом. Ваданта устроена не как гладкий конус. Это гора в 3 яруса. Нижняя платформа занимает около 18 гектаров. Несколько футбольных полей разом. Второй ярус компактнее. Третий поднимается еще метров на 26
и завершается 3 храмами, поставленными треугольником. Центральный крупнее, 2 боковых развернуты к нему. Расстановка храмов не случайна. По мифу майя, записанному много позже в книге «Попель Vuh», мир вырос из 3 камней очага, и эти 3 камня в ночном небе связывали со звездами пояса Ориона. 3 храма на вершине, похоже, и есть тот самый очаг творения, выложенный в камне. Прямых надписей об этом нет, так что это разумная догадка, а не факт. Но такая триада повторяется по всему Эль-Мирадору десятки раз, и списать это на совпадение уже трудно. Вокруг пирамиды сходились дороги. Когда над джунглями пустили лазерную съемку, под пологом леса проступила сеть насыпных дорог, поднятых над болотами на несколько метров и залитых сверху белой штукатуркой. Самые широкие достигают 40 метров, почти половина футбольного поля поперек, а самые длинные тянутся на десятки километров, связывая Эль-Мирадор с соседними городами, вроде Нагбы и Тинталя. Белая штукатурка в лунную ночь отражала свет, так что по этим дорогам можно было идти и в темноте. Их называют Сагбе – белая дорога. Меня эти дороги впечатляют даже сильнее самой пирамиды. Гору можно поднять рывком, согнав людей на пару поколений. Дорожная сеть на сотни километров, с ремонтом и общей шириной по стандарту, держится только там, где есть государство, а не просто большое племя с амбициями. Майя тянули такую сеть за 6 веков до классического Тикаля, которые долго считали их первой настоящей державой. Одна оценка Проводанту звучит красиво, а представить ее почти невозможно. 15 миллионов человека-дней труда на одну эту пирамиду. Попробую перевести это в живую картинку. Дюжина человек тащит один блок весом около тонны. Потом еще один. И так 1000 раз, из года в год, поколениями, без животных под вьюки и без колеса, которое майя не пускали в стройку, хотя лепили игрушки на колесиках для детей. Оговорюсь честно, сами эти 15 миллионов дней никто не считал по головам. Это прикидка археологов из объема камня и разумной нормы выработки. Порядок она передает верно, но точной цифрой я бы к ней не относился. Египтяне ту же задачу решали иначе. Блоки Хеопса поднимали по земляным и кирпичным пандусам, тянули на санях, подкатывали на катках, поддевали рычагами. Общий вес пирамиды считают почти в 6 миллионов тонн, а стройка заняла лет 20. Поделите одно на другое, и выходит примерно один крупный блок каждые несколько минут светлого времени. 20 лет подряд. Металла в нашем понимании у египтян почти не было. Инструмент делали из меди, а самый твердый камень обтесывали каменными молотами из долерита, породы даже более прочной, чем известняк. Медными пилами и сверлами доводили поверхность начисто, а грубую форму блоку набивали ударами камня о камень 1000 раз, пока грань не ложилась ровно. У майя не было и меди. До самого конца классической эпохи металл в Мезоамерике шел в основном на украшения. Известняк для ладанты кололи кремневыми и обсидиановыми резцами, а камень перед этим держали на солнце или прогревали огнем, чтобы легче скалывался. 2 цивилизации, разделенные океаном и незнанием друг о друге, пришли к одному ответу. Нет твердого металла, значит нужно больше рук и больше терпения. Гизу человечество не теряло ни на день. Античные путешественники внесли ее в список чудес света еще до нашей эры. Средневековые арабские авторы описывали ее в трактатах. Европейцы рисовали пирамиды с XIV века. Ладанту потеряли целиком. Джунгли сомкнулись над храмами, корни прошили штукатурку. И несколько поколений местных знали только смутный слух про каменную гору где-то в чаще. Всерьез копать Эль-Мирадор начали лишь во второй половине XX века. И связано это прежде всего с археологом Ричардом Хансеном, который ведет здесь работу с конца 70-х. Большая часть города до сих пор не расчищена, каждый сезон приносит новое. В 2009 году под слоем земли открыли тонкий резной фриз. Мифологические близнецы плывут по подземному миру за головой бога Маиса. Фриз датируют примерно 300 годами до нашей эры. За ним прячется странная вещь. Та же самая сцена всплывает в книге «Попель Vuh» почти через 2000 лет. Один сюжет пережил в пересказах срок больший, чем существует большинство живых сегодня языков. С самой высотой, кстати, все не так честно, как кажется на плакатах. У Хеопса перевес почти в 75 метров, если мерить голые цифры.
Но 72 метра Майяской пирамиды считают от лесной подстилки до крыши храмов на платформе, а 146 метров Хеопса меряют от квадратного цоколя до утраченной верхушки. Это два разных способа держать рулетку. Сравнивать их лоб в лоб можно только с оговоркой, иначе выходит фокус, а не сравнение. Даже соседний Тикаль со своим храмом номер 4, что тянется метров на 70, проигрывает Ладанте ровно потому, что там считают одну башню, без нижней горы под ней. По объему и труду впереди Майя, по росту впереди Египет. Занятно, что оба рекорда честные, просто проразные, и оба поставили цивилизации, которые никогда не слышали друг о друге и жили в разных тысячелетиях. Разошлись пирамиды и в том, кто их точил. Гизу потачивал не столько климат, сколько человек. Сухой воздух Египта почти не разъедает камень, зато облицовка ушла в стены средневекового Каира. Ладанту, наоборот, лес и убивал, и хранил разом. Корни расшатывали кладку, тропические ливни смывали штукатурку. И тот же лес плотным пологом укрыл пирамиду от эрозии и от людей с ломами почти на 2000 лет. Джунгли оказались и вором, и сторожем в одном лице. Инженеров все три постройки занимают не только как древности. Пирамидальная форма давит собственным весом строго вниз. Нагрузка на нижние слои растет плавно, а не рывком. Поэтому такая гора стоит тысячелетиями без каркаса и без раствора, в привычном смысле. Ступени Ладанты работают так же. Каждый следующий ярус уже предыдущего, и вес широким основанием гасится в землю, а не собирается в одной точке. Есть и вторая причина живучести, менее очевидная. Землетрясение прежде всего рвет высокое, узкое и полое, с кучей слабых швов. А у этих пирамид полостей почти нет. Основной объем и Хеопса, и Ладанты – это плотная забутовка из щебня и грунта, снаружи прикрытая аккуратной кладкой. Камеры и галереи внутри занимают жалкую долю. Толчок вязнет в сплошной массе камня раньше, чем добирается до пустот. Проще говоря, они пережили века отчасти потому, что внутри почти нечему ломаться. Над всеми тремя висит одна и та же тень. Версии про исчезнувшую сверхцивилизацию или пришельцев, которые якобы одни и могли такое построить. Держатся они на простом ходе мысли, мол, каменным инструментом так точно и так быстро нельзя. Но по Хеопсу лежит дневник Меррера и целый поселок строителей с пекарнями, кладбищами и следами лечения переломов. У Хафра со стен отбита зубила Рамсеса. По Ладанте на камне читаются царапины кремня и обсидиана и растянутая на десятилетия очередь ярусов. Ни одна из этих версий не выдержала встречи с обычной щербиной на блоке. С вершины Ладанты и сегодня в ясный день видно на десятки километров, ровно как это описывали первые пилоты почти 100 лет назад. Разница в том, что теперь наблюдатель точно знает, на что смотрит. Не обломок скалы среди зелени, а макушку горы, которую тысячи человек подняли руками еще до того, как в Гизе осела пыль после последнего блока Хеопса. И под соседними холмами Эль-Мирадора вполне может лежать что-то еще крупнее. Недавно лидар с воздуха нашел в мексиканском Табаско насыпную площадку Агуада-Феникс, по объему больше Ладанты и по ряду оценок еще более раннюю. Так что рулетку тут пока рано убирать.